Добрый день, друзья! Я в Литве живу, город Паневежис, занимаюсь мебелью корпусной. И сегодня я хочу вам показать, в каких условиях я работаю. Что это значит? Я имею в виду не только станки какие-то, оборудование или налогообложение моей работы или еще что-то. Я имею в виду те условия, которые видят мои глаза и слышат мои уши. Все, что вокруг меня окружает. Вплоть до того, в каком доме живет клиент, что вокруг дома происходит, в какой квартире он живет, как и что. Есть у меня сейчас такой пример. Пойдемте покажу. Это квартира в раз, два, три, четыре пятиэтажном доме, который мне хочется вам показать, особенно его двор. Пройдемся потом в подъезд, зайдем в квартиру. Мне осталось немного доделать кое-какие дела по работе. Это я вам тоже покажу. Ну и в конце, может быть, что-то еще подытожу. Как я уже сказал, для меня приятно находиться, вот, например, в таких условиях работать в таком доме. Хочу вас обратить внимание на состояние двора, в котором живут жители этого дома. Еще раз буду хвалить, наверное, не последний раз литовцев, которые любят вокруг себя чистоту, красоту, собственными руками ее наводят. И вот этот двор тому пример. Я не скажу, что все дворы абсолютно так выглядят, но их большинство. Как минимум там будет просто кошеная трава, если не будет что-то посажено красивого. Но вот это супер, просто никому не секрет, как выглядит этот дом. Возможно, от него никто ничего сильного не ожидает, многого, но молодцы, молодцы. И не только жители того подъезда, например, это делают, это жители от всего дома, всех подъездов. Мой клиент живет в крайнем подъезде, это получается первый. Не всегда, кстати, подъезды здесь считают слева направо, в основном справа налево. Состояние подъезда без слов, но, как я знаю, что здесь готовится большой ремонт, будет реновироваться дом, естественно, ремонтироваться и подъезд. Поэтому здесь все впереди. Кстати, несмотря на то, что здесь узкий проем лестничный в подъезде, квартиры здесь необычные и не маленькие. Если уже обратили внимание, вот слева и справа выбиты стены. Как я понимаю, здесь меняли канализационные трубы. Автоматический свет. Кстати, это был 4-й этаж. Это тоже, я считаю, условия работы. Когда я подписываю с людьми, с клиентами контракт на выполнение работ, спрашиваю с большим любопытством, а какой этаж у вас? На каком этаже квартира находится? Когда слышу 5-й, 4-й этаж, улыбаюсь, говорю, да, самое любимое мое число в этажах. Ну и самопроизвольно слеза так накатывает немного. А когда слышу, что 1-й, 2-й этаж, то просто тихо, молча радуюсь этому. Моя незавершенная работа. Клиент оставил раковину. Все потихонечку докупал, поэтому приходится вот так частично приходить. А так обычно монтаж занимает 3 дня. Ну, давайте квартиру покажу, быстренько пробежимся. Человек делал здесь ремонт в этой квартире. Ремонт это длится долго, насколько мне известно. Вот такая квартира. Одна комната. Интересная квартира. Очень большой туалет и ванна. Очень большой туалет и ванна. Холодильник ждет меня, чтобы его довезли поближе к кухне. Имею вот такую подставку на колесах. Позову помощника моего сына.
который мне поможет это все доложить. Еще одна комната большая, не знаю даже, что здесь, что, где гостиная, где спальня. И еще одна комната, не маленькая, но здесь, видимо, будет располагаться кровать. Две светоточки, слева-справа розетки, включатели-выключатели. Кстати говоря, мне этого клиента предоставил Региментас, которые у меня с Раймондо были в гостях. Он занимается ремонтом, вот он делает и иногда предлагает, если кому нужно, делать мебель в дальнейшем, он предлагает меня. И не раз уже было так, что он мне предоставлял клиентов. Спасибо ему за это большое. Где тут свет выключается? На сегодня я все. Раковину установил. Пока временно. Сантехник может ее взять, все там подсоединить и поставить обратно. С холодильником тоже пока он не на месте. Почему? Потому что современные холодильники, у них шнур подключения, он идет сверху и прям до низа впритык. А розетка здесь внизу. То есть здесь неудобно ее подсоединить будет. Я просверлил там отверстие задней стенки. Здесь вентиляция для холодильника. И подключение будет там. То есть электрику сейчас надо будет провести провод отсюда с розетки до верха. Я делаю мелкие свои работы с электрикой. Вот LED подсветку присоединяю. Просто сейчас здесь тока нет. Здесь включатель должен был быть. И тогда все работало. А вот эти сантехнические, газовые, электроподсоединения, я на это не берусь, потому что я не специалист в этом. Не специализированный специалист, так скажем. Для себя я могу сделать, а так нет. Ну вот такая кухня. В принципе, ничего обычного. Сушка наверху, все по 3 полки. Полки меняются, регулируются вверх-вниз. Есть отверстие. Угловой тоже. 2 полочки здесь. Встроенная вытяжка. 2 полочки здесь тоже. Вот. Ящики. Все это с притяжением назад. Здесь даже бутылочница есть, место нашлось. Вот и здесь посудомойка. Здесь под раковиной для мусорного ведра вот такой вот ящик задвигающийся. Вот, ребята, а сейчас реклама, но она вообще вот сейчас все время идет реклама. Смотрите, если вы хотите заказать у меня мебель, делаем корпусную мебель, доставляем по всему миру, Европа, мои партнеры даже в Америку отправляют вообще без проблем. Касается также и местных. Если вы хотите воспользоваться моими услугами, пожалуйста, под ключ полностью. Я вам все делаю, там одна цена. Но вы также можете делать, сэкономить на монтаже и доставке. Почему? Потому что мы делаем мебель со всеми отверстиями. Вы можете, имея время, умение, желание, можете ее собрать сами. То есть вы сэкономите приличную сумму денег на монтаже. Там, до 1000 евро можно сэкономить. Почему? Потому что мы все сделаем все отверстия по вашему чертежу, придадим вот такой чертеж. Вот это у меня рабочий момент уже, и все. И каждый шкафчик будет отмечен по цифрам, по размерам, и ничего сложного будет собрать. Здесь вот на литовском языке дурис, шонос, дугнос, стогас и юнгикла, горизонтас, МПП, и все. Все ясно, вы все это находите, собираете, и никаких проблем. Фурнитуры все это тоже комплект
укомплектовываем и можем отправить куда угодно. Поэтому подумайте насчет этого варианта тоже. Можете сэкономить денег. Вот. И еще в дополнение, опять об условиях работы. Вот обычно мой монтаж такой кухни занимает от 2 до 3 дней, но в этот раз, наверное, уже перейду с камеры на себя, но в этот раз мне тоже это не очень удобно, инструмент оставлять, потом еще раз приходить. Но бывает так, что клиент может пойти в магазин и купить все сразу. Большинство случаев я прихожу, уже в квартире все есть. И оркиты, и верикли, и все. Мне остается только собирать и прикрепить. Но бывает, люди заказывают в интернете, сбои какие-то с этими магазинами. Говорят, не дошло, подождите еще. То есть я прихожу на объект, а еще какой-то техники или чего-то нету. Ну, приходится тогда с пониманием к этому относиться, подождать и приходить потом. Ну, а что делать? Вот такие условия работы. Все нормально. Я делаю максимально от себя все возможное, чтобы клиент в итоге остался довольным. Вот это вот для меня самое главное. Спокойствие, без нервотрепки, без ни стрессов. Деньги деньгами, но вся наша остальная жизнь, это тоже очень главное. Все. Спасибо всем за просмотры, лайки, комментарии, делитесь, заказывайте мебель, обращайтесь, пишите, почта, телефон, все есть. Рад буду с вами пообщаться, обсудить все мои рабочие и не только рабочие моменты. Все, всем пока.